Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, продолжаем серию работ. Я думаю, что вы заждались. Итак, денежный ритуал. Точнее, заговор. Но есть два варианта проведения этой работы. Либо вы подготавливаете алтарь, кладете на алтарь ваши золотые, серебряные украшения, деньги и начитываете над этим всем добром 6 раз. Либо, если у вас нет алтаря или возможности, или вы далеко от дома, начитывайте на свой кошелек. Открывайте кошелек, начитывайте и закрывайте. И есть еще третий вариант. Можно ходить по дому и начитывать, глядя на все ваше добро. То есть открыть шкафы, если у вас там есть ценные вещи, там дорогие платья, одежда, шубы и так далее. Начитывайте. Один раз пройдясь по шкафам, начитывайте. То есть не обязательно стоя. Открывая, читайте. Вот один раз прошлись. Потом открывайте, скажем, свои шкатулки, начитывайте. Кошелек, деньги достаете, начитывайте. Или где вы какое-то количество, какую-то сумму денег храните. Над этим всем начитывайте. И это третий вариант. Можно начитать, глядя на машину, на свой дом. Этот заговор сродни заговору, например, Анеюшка, да, Висар. Казначей Висар приумножит богатство. Ну, можно еще и сравнить дед Сидор, который тоже на приумножение, правда, там для хозяйства ладного, но можно начитывать на вещи, просто называть вместо кур, гусей и утят, например, шубы, машины и квартиры. И через некоторое время одно станет два, два станет три и так далее. Даже над деньгами можно начитывать, например, чтобы их стало много. Вот считал дед Сидор свои деньги, не считать, не пересчитать и так далее. Подсказываю просто, потому что наверняка вы поищите сейчас этот заговор. Да? Есть волшебный заговор дед Сидор. И он очень сильно рабочий. Да не все рабочие, это просто он быстро срабатывает и практически у всех. Поэтому он любимый. У всех зрителей есть любимые заговоры или ритуалы. Это наверняка так есть. У каждого из вас есть свой любимый заговор или ритуал, который у вас сразу мгновенно получается. То есть с вашей энергией это сошлось. А дедушка Сидор у нас со всеми, то есть энергиями взаимодействует и очень быстро срабатывает. Еще раз хочу напомнить, что денежная сила, денежная энергия одна из самых капризных и самых мощных во Вселенной. То есть не именно денег, а богатство, имущество. Та энергия, которая тянет благо в вашу жизнь, в ваш дом. Поэтому эту энергию надо постоянно обновлять, начитывать часто. Те люди, которые хотя бы в день один заговор читают, они потом замечают, что за короткое время заработали столько денег, сколько не могли за год заработать, например. Итак, этот заговор назван в честь одной царицы, о которой мы с детства знаем и читали у Пушкина. Шамаханская царица. Шамаханская царица в русских сказках, легендах, он не только у Пушкина встречается, она была символом очень богатой, роскошной жизни. И хотя нет таких именно заговоров, обращенных к ней, но есть такие выражения: богатая, как шамаханская царица, да чтоб я купалась в золоте, как шамаханская царица, или береги и одаривай меня, как шамаханскую царицу. Это тоже какие-то такие, знаете, вольные, невольные притягивание денег. То есть
просить удачу, какую-то часть удачи и той самой царицы, которая славилась своим богатством. На самом деле она реально существующий персонаж. И по разным источникам звали ее Исмил. Исмил была царицей, вдовствующей царицей иранской области Шемахи или Шамахан. Сейчас уже не Ирану принадлежит. Не называю это название. Не знаю, почему-то вот YouTube такие слова блокирует. Глупо, конечно, но не поспоришь. Поэтому Шемаханская область, Шемаханская или Шамаханское княжество или то есть ханство и прочее, оно существовало и до сих пор носит это название. Купцы шамаханские, русские купцы, которые проезжали через Шамаху, были набеги на Шамаху, и у русских войск были, и у других. Все хотели завладеть этой областью, потому что там в основном то есть жили купечество, богатые люди. И каждому хотелось этот лакомый кусок себе прибрать, потому что налоги оттуда получать огромные и так далее. И в конце концов Шамахи, то есть потеряла полностью свою независимость и вошла в состав то одного государства, то второго. А потом исчезла полностью как ханство, просто название осталось. Так вот, Исмил была правительницей при малолетнем сыне. И она была очень хитроумная, сильная женщина, вела торговлю, наладила хорошие отношения с инородными купцами, обеспечила им безопасное передвижение по вот этим горным массивам, извиняюсь, Шамаханского ханства. И поэтому они ее одаривали, благодарили и так далее. История про царя Дадона и про сыновей, которые убили друг друга, потому что не могли поделить эту красивую женщину, на самом деле тоже реальность. Но, естественно, Пушкин это приукрасил, как бы на свой лад. На самом деле там не два брата, а два друга ростовских, два князя, которые, то ли влюбившись в эту прекрасную женщину, которая была просто волшебная красота по некоторым рассказам, или не разделили шамахинские богатства, ну, по каким причинам, но давайте будем романтиками и подумаем, что они убили друг друга из-за любви. Они друг друга убили. И отец одного из них, узнав об этом, поехал разбираться. И поехал с войсками. И говорят, что шамахинская царица как-то его обольстила, уговорила, дарами и почетом, и почестями отправила обратно, обещая, что будет отправлять дань, обещая, что навестит его княжество, но так и не выполнила то есть свое слово, потому что князь был довольно стар и в скором времени умер. Но Пушкин приукрасил это все и прочее. Получилась очень красивая история про шамаханскую царицу. Так вот, друзья мои, вот в основе этого заговора та самая шамаханская царица и сущности, которым призывались веками, или хотя бы с которыми сравнивали, или которых сопоставляли с понятием богатства, имущества, они очень сильны. И поэтому, если провести ритуал или начитать заговор, называя этих людей, их богатство, их имущество, приводя в пример, да, или прося вот такого же, то обязательно это все сбудется. Это все именно так и произойдет. И пойдет приумножение. Я почему дарю вам много денежных ритуалов? Во-первых, у нас годы сейчас непростые, нелегкие. И, я стараюсь более такие, скажем, легко выполнимые варианты тоже дать для тех людей, у которых там работа вахтовая, не могут они уделить внимание особо, да, делать. Или,
условия не те, родственники, там, друзья, гости и все прочее. Чтобы они могли вот такие сильные работы проводить быстро и эффективно. Если я не говорю, что в этом заговоре нужен откуп, это означает, что он не нужен. Значит, вы отдаете просто часть своей энергии. Энергии не в плохом смысле. Энергии радости. Вот вы начитали, попросили эти силы. Они вам эти деньги отдают. Эту сумму приводят в вашу жизнь. Вы же радуетесь, естественно, какой нормальный человек будет переживать, что деньги пришли. Естественно, вы радуетесь. И вот эта радостная, вот эта вот энергия счастья и радости, он и есть, собственно говоря, тот самый откуп. Они это берут, и для того, чтобы у них всегда была эта энергия, они все время вам будут помогать, будут давать вам то, что вы просите. Ну, если в некоторых ритуалах нужен откуп, естественно, я об этом тоже говорю. Итак, начнем. Встану я с рассветом, пойду по холмам и кручам, через горы и долины, на дикое поле, на великое раздолье. Посреди поля золотой шатер. В том шатре на парче и сундуках восседает девица, шамаханская царица. В ее сундуках яхонты и рубины, серебро литое, монеты золотые, да меха дорогие. Шамаханская царица в сундуки алмазы да украшения клала, да обо мне мечтала, чтобы я пришла да себе взяла. О несметное богатство, от царицы шамаханской отлепись и ко мне прилепись. Ключ, замок, язык, заклято. Встану я с рассветом, пойду по холмам и кручам, через горы и долины, на дикое поле, на великое раздолье. Посреди поля золотой шатер. В том шатре на парче и сундуках восседает девица, шамаханская царица. В ее сундуках яхонты и рубины, серебро литое, монеты золотые, да меха дорогие. Шамаханская царица в сундуки алмазы да украшения клала, да обо мне мечтала, чтобы я пришла да себе взяла. О несметное богатство, от царицы шамаханской отлепись и ко мне прилепись. Ключ, замок, язык, заклято. Я 6 раз не буду читать, поскольку не буду тратить память телефона, мне еще снимать нужно. Но вам, собственно говоря, в начале видеоролика все объяснила. Перепишите у себя, если не можете дождаться текста. Все-таки на русском языке, я думаю, что нетрудно переписать. И проводите. И эффект вас приятно удивит. Впрочем, как всегда. Всем удачи!